Никто этого не ожидал, но вот же оно. Guest 1337 Revamp. Сегодня мы разберем реворд гостя, а то есть баланс чейнджи, насколько они хороши и как стало играть на госте. Попытаемся выяснить, насколько эти изменения хороши. Вообще, я хотел сделать гайд на гостя, но после того, как вышло это обновление, придется маленько повременить. Присаживайтесь, берите чай, печеньки. Приятного просмотра. Итак, баланс. Будем идти по апдейт-логу. Начнем с комментариев авторов. Если вкратце, изначально гость задумался как страж, который должен защищать, но в итоге он превратился в эмо-эгоиста, которому на всех насрать и дайте ему вообще генераторы поделать. В общем, он получился не тем, каким хотели. Поэтому на него выпустили реворк. Что ж, давайте смотреть. Отдача от каждой способности уменьшается на 8% с каждым живым гостем. ХП уменьшили со 115 до 110. На самом деле это хороший баланс чейнджа, потом вы поймете почему. Чардж больше не замедляет и не дает helpless. Это тоже хорошо, потому что в гостю в любом случае дается резистанс 5 от попадания. Так что это хорошее упрощение игры киллеру, не убивая при этом способность. Блок теперь может заблокировать только М1 удары и их вариации. Это значит, что у того же Джейсона, АК Слэшера, нельзя заблокировать Behead и Гашек Вун. Но при этом, если это произошло, то попадание способностью мгновенно снимет с вас блок и вернет вашу скорость, уменьшив урон на 40%. И сразу после этого гость получает сопротивление 2 на 3 секунды. Теперь при использовании блока вы замедляетесь на 50%, а раньше замедлялись на 80%. КД блока сделали 24 секунды вместо 30. Если ваш блок залетит, то вы получаете 10 оверхит, и у вашего панча пропадает КД, но лишь на время. За это время вы должны сделать парирование, а иначе вы не сможете сделать стан, и он вернется в КД. Я считаю эти изменения отличными. Они исправили все проблемы и при этом не сделали гостя дисбаланс. Заблокал не ту способность, ничего страшного. 40% впитывания урона плюс сопротивление 2 на 3 секунды. К тому же вернет вашу скорость и не замедлит вас. А то, что КД блока сделали меньше, тоже хорошо. Учитывая, что у самого гостя сделали хуже в соло, но с частым блоком он сможет выживать больше. Или, например, ваш блок залетел, но вы не попали парированием. Ничего страшного, ведь у вас теперь 10% оверхила, а если вы заблокали и попали, то поздравляю, это успех. Удар и парирование. Начнем с ударом. Вам больше не нужно блокать, чтобы получить удар. Теперь он у вас есть всегда. КД у него 60 секунд, но при этом он больше не станет. Теперь панч просто замедляет и дает хелплес на 2 секунды. Со стороны убийцы то же самое, что и чардж старый, то есть вас просто толкают, вы чуть замедлились, продолжили играть дальше. Но при попадании и использовании вам не дают сопротивления, поэтому стоит использовать осторожно. Ну и вайндап был понижен до 0.6. Раньше было 0.7. Это тоже хорошие чейнджи, и теперь нормально помогать на госте сможет каждый, даже если это обезьяна. Парирование. Длительность стана снижена с 3,5 секунд до 2, но при этом отдача 13. Это значит, что вы будете далеко откидывать убийцу, при этом не находясь рядом с ним, что дает вам набрать расстояние. Для убийцы это не сильно, поскольку с самым бафом стамина это еще более-менее терпимо. Но в любом случае это достаточно сильно и на самом деле тоже неплохой чейндж. Только меня смущает вот что. Если гость находится в узком пространстве, то по факту его парирование будет настолько же бесполезным, как и старый удар. Потому что это будет просто стан на 2 секунды, и киллер даже далеко не улетит. Ну да ладно. Дальше идет по мелочам, но об этом вам уже расскажет Дэшка. Что ж, давайте поговорим, что вышло кроме реворка гостя. Добавили очень красивый UI для магазина, что мне очень нравится, он реально круто выглядит. Но магазин поменяли, а инвентарь, к сожалению, нет, он остался таким же.
Что меня удивило и что я вообще не ожидал, это обновление скина Батчер на Слэшера. Ему улучшили модель, добавили анимацию Raging Pace и еще добавили интро и аутро. И то, что никто не ждал, мы получили. Добавление лирики в песню You and I и еще новый УМС The Way It's End. Все считают голос Джона Добургером. В общем, что было в обновлении, я все рассказал. Кроме скина Глобасонова, который удалили сразу. Но это не важно. В общем, спасибо за просмотр. Смотрите мои другие видео. И удачного дня. Здравствуйте еще раз. Каких советов я могу дать, исходя из своего 3-часового геймплея? С блоком ничего не меняется, играйте с ним как обычно. Чардж вам стоит юзать получше. Сейчас просто толкнуть убийцу следницы особо импакта не даст. Вам нужно стараться скинуть его насмерть вниз. Например, скинуть с замка, чтобы он полностью забирался заново. Учитывайте, что после использования чарджа убийце не дается helpless. Либо блокайте сразу после чарджа, либо уворачивайтесь, а иначе вы получите хит. Удар используйте с учетом того, что вы отталкиваете убийцу. Как я уже и говорил ранее, удар теперь как чардж. Пожалуйста, не толкайте ударом убийцу к выжившему. Это не поможет вообще, даже учитывая все дебафы. Ну и на этом советую все. Что я могу сказать? Во-первых, обнова мне очень понравилась. Для меня это, наверное, лучшее обновление за всю историю Форсакена. Конечно, я не был так удивлен, однако мне все равно очень нравится этот реворк. А во-вторых, большое спасибо вот этому человеку за футажи. Ты реально красавчик. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Кто захочет, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на канал. Всем спасибо и всем пока.